Всем привет! Мы сегодня с вами свяжем вот таких два узора. Вяжутся практически одинаково, выглядят немножко по-разному. Подойдет как для кардиганов и кофт, также для аксессуаров могу себе хорошо представить. Например, для подушек или также для шапок можно использовать. Так выглядит оба узора. Я вам желаю приятного просмотра. Я уже провязала пару рядов. Вот так выглядит узор. Раппорт этого узора состоит из 6 петель плюс 4 и плюс 2 петли. То есть для этого узора я набрала 6 плюс 6 12 петель, плюс 4 16 и плюс 2. В общем, я набрала 18 петель. Этот узор, он в принципе очень легко вяжется. Нам нужно повторять здесь или запомнить всего лишь 2 ряда. Вот. И теперь мы с вами начнем вместе вязание. Первый ряд. Кромочную петлю я снимаю, а теперь провязываю 4 изнаночных, 2 лицевые петли. И теперь мы повторяем 4 изнаночные петли и 2 лицевые. Так вяжем до конца ряда. 4 изнаночных, 2 лицевые, и в конце ряда я провязываю 4 изнаночные петли, и кромочную петлю я провязываю всегда лицевой. Ее можно также провязать и изнаночной петлей, так как вы привыкли кромочные вязать. Поворачиваем ряд. Кромочную петлю я снимаю, так как я ее провязывала лицевой. Я ее снимаю так, что нить я ложу перед работой и только тогда снимаю первую петлю кромочную. И теперь я провязываю по рисунку 4 лицевые. Теперь у нас изнаночные. Перед изнаночными петлями я делаю накид таким вот образом на себя. Накидываю. Не так вот, а на себя накидываем, делаем накид. Провязываю 2 изнаночные петли. И теперь накид перекидываю через эти вот таким образом, через обе изнаночные петли. Провязываю 4 лицевые. И теперь мы все это повторяем. Делаю накид на себя. Провязываю 2 изнаночные. И перекидываю накид через эти 2 изнаночные петли. Таким вот образом. И в конце ряда я вяжу лицевые петли. 4 лицевые и кромочную провязываю лицевой. Вот, в общем-то, и все. И это вот наш раппорт узора получается. И мы теперь все повторяем. Первый ряд мы вяжем все по рисунку. 4 изнаночные, 2 лицевые. Кромочную я снимаю. Провязываю 4 изнаночные петли. 2 лицевые. 4 изнаночные, 2 лицевые и так далее. Кромочную провязываю лицевой, поворачиваю вязание и теперь опять вяжем ряд с накидами. Провязываю сначала лицевые петли. Делаю накид на себя. Теперь провязываю 2 изнаночные. Перекидываю накид
через обе изнаночные. Провязываю 4 лицевые. Делаю накид на себя. 2 изнаночные петли. Перекидываю накид. И в конце ряда 4 лицевые петли. И кромочную провязываю тоже лицевой. Поворачиваю вязание. И все мы повторяем. Вот так вот выглядит этот узор. Получается вот такие вот, ну, наподобие кос, что-то такое. Можно, конечно, уменьшить и количество петель между косами, сделать меньше или больше. Но, в общем-то, вот так вот мы вяжем этот узор. И теперь мы еще свяжем с вами второй узор. Для второго узора я набрала также петли. Раппорт этого узора состоит из 4 петель. То есть на этот узор я набрала 5 и 4, 20 петель. И теперь мы с вами вяжем первый ряд. Кромочную петлю я снимаю. И теперь провязываю 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Это вот раппорт этого первого ряда. И так мы вяжем до конца ряда. 2 изнаночные, 2 лицевые и так далее. И в конце ряда я провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. И кромочную я провязываю лицевой. Ее можно также провязать и изнаночной. Теперь поворачиваем вязание. И начинаем вязать второй ряд. Кромочную петлю я снимаю, как я уже говорила, нить перед работой при этом. И теперь провязываю все по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И вяжем так до конца ряда. В конце ряда я провязываю 2 лицевые и кромочную также провязываю лицевой. Теперь поворачиваю вязание и вяжу еще один ряд, полностью все по рисунку. То есть опять же кромочную снимаю и вяжу 2 изнаночные петли и 2 лицевые. И так провязываю до конца ряда. И теперь мы с вами вяжем 4-й ряд. В 4-м ряду мы вяжем так же, как мы вязали в первом узоре. Кромочную я снимаю, провязываю 2 лицевые петли. Теперь делаю накид на себя, провязываю 2 изнаночные петли. И вот здесь вот теперь накид перекидываю через обе изнаночные. Провязываю 2 лицевые. Опять же делаю накид на себя. Провязываю 2 изнаночные петелечки и накид перекидываю через обе эти петли. И так мы вяжем до конца ряда. 2 лицевые, накид на себя, 2 изнаночные и перекидываем накид. И так продолжаем вязание. 2 лицевые, накид, 2 изнаночные и перекидываем накид. И в конце я вяжу 2 лицевые и кромочную я вяжу лицевой. Следующий ряд мы вяжем, то есть последующие 3 ряда мы вяжем все по рисунку. Кромочную я снимаю, вяжу 2 изнаночные и 2 лицевые, там где мы
перекинули накид. Мы эти петли вяжем лицевыми. 2 изнаночные, 2 лицевые и так далее. Провязываем все по рисунку. Вот так вот выглядит. И теперь вяжем еще последующие 2 ряда, также все по рисунку. Кромочную я снимаю, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее. Вот 3 ряда я провязала, и теперь мы с вами опять провязываем ряд с накидами. Это 4-й ряд у нас получается, который мы повторяем. То есть раппорт состоит из 4 рядов. 2 лицевые, накид на себя, 2 изнаночные и перекидываю накид. И так вяжем дальше. 2 лицевые, накид на себя, 2 изнаночные и перекидываю накид. Две лицевые, накид на себя, 2 изнаночные. И так продолжаю вязание. И в конце ряда я провязываю 2 лицевые и кромочную тоже лицевой. Вот так выглядит этот узор. Я вам желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. И до следующей